Привет, это майор в отставке. Сегодня будет небольшой разнос, потому что переговоры в Стамбуле 16 мая – это не дипломатия, это какая-то унылая пьеса, поставленная в духе лучших советских агит-бригад. Там было все, и блеклая массовка в виде делегации так называемой из России, и главный герой-невидимка Путин, который в очередной раз предпочел остаться в своем условном бункере, хотя именно его ждал Зеленский, и именно он сам же и был инициатором этих переговоров. Зеленский ждал не потому, что верит в чудо, а потому что понимает. Судьба людей решается не бумажками, а личной ответственностью. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из Ярославской области. И в этом видео кратко моя точка зрения о стамбульских переговорах, которые прошли на днях в Стамбуле. Ставьте лайки и погнали. Давайте по порядку, чтобы не было иллюзий. Переговоры 16 мая 2025 года в Стамбуле преподносились чуть ли не как исторический шанс. Изначально этой встречи не должно было быть, но я настоял, чтобы она состоялась, и она состоится. Думаю, что вы получите хороший результат от встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной. И, по моим данным, два лидера будут там. Запад строил из себя, как всегда, наивного оптимиста. Вот-вот Кремль созреет, вот-вот будет хотя бы микроскопический шажок в сторону мира. Ну, конечно, вы что, серьезно верите, что человек, который уже больше 3 лет травит весь мир своими параноидальными фантазиями, этот маньяк вдруг возьмет и сядет за стол с тем, кого он хочет стереть с лица земли? Зеленский был готов и об этом честно сказал еще накануне. Украина официально заявила, готова к прекращению огня, готова к прямым переговорам, если Россия проявит хоть тень желания реально остановить бойню. Ну, для Кремля готовность к переговорам – это как для пьяного обещания больше не пить. Громко на людях, а по факту очередная ложь. Основная цель лжи – Трамп, которого ватный фюрер продолжает водить за нос, разыгрывая очередной мирный процесс. Итак, за столом в Стамбуле сошлись делегации, за спиной у которых стояли США и Турция как посредники, а над этим балаганом нависла тень Путина, который побоялся появиться даже в онлайн-формате. Вместо Путина трупное лицо Мединского. Вот кто реально олицетворяет деградацию российской дипломатии. Бывший министр культуры, человек, который прославился не культурой, а лоббированием фильмов про богатырей с мутными намеками на русский мир. Писатель-фантаст, издавший учебник истории из параллельной вселенной. Мединский, как всегда, вышел с бумажками и мертвым взглядом, излучая всю ту безнадегу, которая сейчас окутала российскую власть. Его задача не вести диалог, а создавать шумовой фон. Именно так работают российские переговорщики. Максимум имитации, минимум смысла. Украинская делегация, возглавляемая Рустемом Умеровым, четко и жестко обозначила позицию. Прекращение огня сроком хотя бы на месяц, вывод российских войск хотя бы с части оккупированных территорий, возвращение депортированных украинцев, открытие доступа для гуманитарных миссий. Вроде бы простые, минимальные шаги, не ультиматумы, а реальные вещи, которые нужны людям здесь и сейчас, чтобы перестали умирать дети, женщины и старики, чтобы города не стирались с лица земли. Это не просьба, не подачка, а требование цивилизации к дикому зверинцу, который всем своим стадом решил поиграть в геополитику. И вот тут начинается цирк. Российская сторона вместо того, чтобы хоть что-то предложить внятное, достает старую заезженную пластинку. Признайте новые территориальные реальности, то есть согласитесь, что мы имеем право воровать землю у соседей. Выведите войска со своих же оккупированных и еще не оккупированных нами территорий. Если заглянуть в детали, которые публиковал Bloomberg, становится особенно смешно и грустно одновременно. Россия снова озвучила свой пакет требований, будто записанный на затертую пленку. Весь смысл сводится к следующему. Во-первых, Украина должна объявить себя вечным нейтралом, без всяких иностранных войск на своей территории, без намека на хоть какую-то защиту. Во-вторых, никаких требований военных репараций, то есть Россия все разбомбила, покалечила миллионы жизней, а теперь великодушно велит забыть об этом, кто кому и сколько должен, типа все, простите и отпустите. Просто гениально. Дальше больше. Крым и все остальные регионы, которые Россия захватила или частично оккупирует, должны быть признаны российскими на международном уровне.
Проще говоря, вы сами официально закрепите наш грабеж в ООН, а мы вам в ответ, может быть, позволим не погибнуть всем сразу. Ну и напоследок, Украина должна вывести свои войска с этих территорий, то есть уйти со своей же земли, чтобы оккупанты могли окончательно устроить там свою русскую весну с пытками, вывозом детей и парадами под портретами Путина, ну или Сталина. Вот такой мир по-российски. Отдайте все, что у вас осталось, забудьте, что вас грабили и убивали. И главное, не смейте даже пикнуть. В общем, полный фарс и беспредел под видом переговорного процесса. К чему пришли? Ни к чему. Никакого совместного заявления не подписали. Встреча длилась менее 2 часов. Это даже не переговор, а видимость для отчета. Единственное, о чем смогли договориться, это обмен военнопленными по 1000 человек с каждой стороны. Все. Вся эта огромная возня, бесконечная болтовня ради одной гуманитарной акции, которую и так можно было провести без всей этой дипломатической буфонады. Но самое показательное не отсутствие результата, а поведение главных участников. Зеленский, хоть и не присутствовал физически, выразил готовность к личной встрече с Путиным. Причем не раз. Он на каждом интервью подчеркивает: давайте говорить, давайте смотреть друг другу в глаза, если вам действительно есть что сказать. Мы обсудили с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции, Анкаре. Она состоится в четверг, 15 мая. Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции. Чтобы Россия не манипулировала и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а только в Стамбул. Я сразу хочу сказать, если Путин прилетает в Стамбул, а не в Анкару, то турецкая сторона готова к тому, чтобы мы с Эрдоганом полетели в Стамбул. А Путин, как заведенная кукла, снова спрятался. У него работа строить видимость незаменимого стратега, но когда доходит до настоящей ответственности, все, он растворился. Боится не НАТО, боится не западных ракет, боится прямого разговора, боится дебатов, в которых никогда в жизни не участвовал. Он боится, что без бумажки и без свиты окажется никем. Мединский – это вообще отдельный жанр. Его появление на переговорах – это как если бы футбольный клуб отправил на Лигу чемпионов не игроков, а клоунов из массовки. Его задача не подписывать решения, а оттягивать время, изображать активный диалог. И не важно, что всем все понятно, что никакого движения не будет. Главное, чтобы галочка о переговорах стояла в отчете для начальства. Запад, к сожалению, снова играет в свою вечную партию наивности. Лидеры ЕС и США выразили разочарование отсутствием прогресса. А чего вы ждали? Что Путин вдруг одумается, что его делегация выдаст что-то кроме заученных мантр? Уже пора понять, Кремль использует переговоры только как инструмент затяжки времени. Пока идут встречи и обмены мнениями, российская военная машина клепает новые ракеты и набирает новое пушечное мясо. Для Путина переговоры – это не путь к миру, а возможность выиграть время для очередного насилия. Возможность успокоить Трампа и оттянуть новые санкции. О чем важно помнить. Переговоры в Стамбуле – это был не диалог двух равных сторон, а попытка цивилизованного мира стучаться в закрытую дверь. Украина требует очевидных вещей: прекращения огня, вывода войск, возврата детей, людей домой, открытие коридоров для гуманитарных миссий. Россия требует капитуляции и снятия санкций просто за то, что перестала стрелять на 5 минут. Мир в такой логике невозможен. Почему я акцентирую внимание на отсутствии Путина? Да потому что вся его власть держится именно на трусости и желании избегать реальной ответственности. Он любит говорить о величии, но сам не способен выйти за круг охраны и официозных встреч без бумажки. Вот и сейчас Зеленский был готов встретиться, готов был взять на себя риск, хотя у него реально стреляют по городам. А Путин снова в своем бункере, снова в телевизоре, снова командует через посредников, у которых даже взгляда живого нет. Что делать дальше? Нужно, чтобы Запад наконец перестал верить в возможность диалога с кремлевской бюрократией. Потому что все эти встречи ради галочки не про мир, а про затягивание войны. И, похоже, Запад начинает это понимать. Украине нужна поддержка оружием, экономикой, а не пустыми обещаниями.
Каждый день, когда кто-то верит в очередной исторический шанс, на фронте гибнут люди. И это главный итог всех подобных переговоров. Но не могу не пройтись отдельно по Дональду Трампу. Ну вот когда же дойдет наконец-то до этого гениального миротворца, что Путин просто вводит его за нос, как наивного простачка в лавке мошенников? Сколько еще можно смотреть, как американский истеблишмент во главе с Трампом и всей его свитой миротворцев делает вид, что в Москве сидит не серийный лжец и не убийца, а партнер по переговорам. Путин дурит им всем голову, обещая очередные перемирия ради новых наступлений, и делает вид, что сейчас вот-вот и он станет цивилизованным политиком. Но каждый раз вместо мира новые обстрелы, новые мобилизации, новые атаки на города. Неужели так сложно хотя бы раз признать реальность, а не гоняться за фантомами большой сделки с Кремлем? Неужели сложно дать Украине то, что ей нужно прямо сейчас? Не бесконечные визиты и фотографии у парадных дверей, а хотя бы системы ПВО, чтобы прикрыть города от ракетного террора. Каждая промедленная или отмененная поставка – это не просто бюрократия, это реальные жизни, которых могло бы не быть в списках погибших. Трамп ведь любит представлять себя гением переговоров. Ну, пусть посмотрит тогда, как его коллега по жанру разыгрывает всю планету, имитируя готовность к диалогу. Может, хоть после этого станет понятно, с такими, как Путин, можно договариваться только через силу, через жесткий ультиматум, а не с помощью пустых рукопожатий и очередного обмена комплиментами по телефону. Вот и получается, что Стамбул – это не точка перемен, а еще один эпизод большой лжи. Западные политики вместо того, чтобы наконец действовать, продолжают ждать несуществующего чуда. А Путин и его приспешники этим пользуются, вытягивают время, раздувают костер войны и продолжают шантажировать весь мир. Поэтому, повторю, Украина не просит невозможного, не требует чужого. Она требует лишь защиты, того, что обязаны были бы дать все, кто считает себя цивилизованным миром. А все эти игры в нейтралитет, особые условия и учет интересов Москвы – это предательство, завернутое в красивую обертку дипломатии. Запомните, не бывает мира с тем, кто пришел к вам с войной. Не бывает переговоров с тем, кто понимает только язык силы. Не бывает компромисса с маньяком, который видит в каждом соседском доме историческую территорию России. Ну и в завершение лично для Путина, его окружения и его делегации. Рано или поздно вам придется выйти из своих нор. Придется отвечать за все, что натворили. За разрушенные города, за убитых детей, за тысячи искалеченных судеб. Специальный трибунал почти создан. А пока можете и дальше устраивать спектакли. История все равно поставит на вас свою жирную точку. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение в комментариях и задавайте вопросы. Ну и, конечно, ждите новых интересных и полезных видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка также есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и, как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.